Сцена у водопада задает тон всему фильму. Безмолвный великан с полупрозрачной кожей и глазами без белков выпивает странную жидкость. Его тело разрушается и распадается на молекулы, из которых рождается жизнь. Этот образ можно трактовать по-разному, как жертвенный акт созидания или как странный эксперимент, но ключевой вопрос появляется позже, когда команда землян в 2093 году прилетает на LV-223. Там их встречают не учителя и не создатели, а руины, урны с опасной жижей и пробудившийся инженер, который даже не пытается вступить в диалог, а сразу готов их уничтожить. И здесь возникает главное противоречие. Если эти существа когда-то нас создали, зачем же им теперь нас стирать? Ридли Скотт в своем фильме «Прометей» сознательно не дал прямого ответа. Можно бесконечно спорить, почему. Хотел он недосказанности или за ответами лучше отправляться к авторам редакции сценария Джону Спейтсу или Дэймону Линделофу. Тем не менее, нам оставили набор фрагментов, идей из ранних черновиков и расширенных сцен, которые нужно собрать самостоятельно. Итак, в финале Элизабет Шоу произносит фразу «они передумали», но действительно ли все сводится лишь к этому? Между инженером из пролога и инженерами с LV-223 действительно много общего. У обоих светлая, почти полупрозрачная кожа без волос. У обоих черные глаза и мужское атлетическое телосложение. Если верить удаленным сценам, оба говорят на версии проиндоевропейского языка. И те, и другие принадлежат к технологически продвинутой цивилизации с доступом к впечатляющим космическим кораблям и мощным биологическим мутагенам. Все эти сходства говорят в пользу теории, что перед нами представители одной расы. Однако различий тоже хватает, и они настолько серьезные, что приводят нас к одной из самых популярных теорий о двух разных группах, которые, возможно, воевали друг с другом. Инженер у водопада носит рясу как монах, в то время как инженеры с LV-223 одеты в биомеханические костюмы, интегрированные с их телами. Первый излучает естественную силу, его телосложение — это сухие рельефные мышцы. Вторые выглядят неестественно, именно из-за биомеханической физиологии. Корабль в первой сцене, кстати, похож на блюдце, а на LV-223 довольно каноничный полумесяц, жокей, джаггернаут, называйте как удобно. Но самое главное различие кроется в их поведении и, судя по всему, в их убеждениях. Но поскольку они появляются в одном фильме, более вероятное объяснение, что это две разные фракции. Возможно, да, они когда-то были едины, но в какой-то момент раскололись. Одна группа могла восстать против другой. И даже мутагены у них на самом деле разные. Золотая жидкость в чаше в начале фильма ведет к рождению жизни, тогда как черная жижа в урнах искажает или уничтожает ее. Эти отличия трудно списать именно на случайность или цветокоррекцию. Скорее всего, они указывают именно на разные философии и, возможно, на враждующие части одного народа. Хронология, установленная фильмом, добавляет еще больше загадок. На Земле находят артефакты с изображениями одной и той же звездной системы. Шумеры оставили их за 3500 лет до нашей эры, египтяне за 2500, майя и гавайцы уже в 6-7 веках нашей эры. Экипаж Прометея прибывает на LV-223 в 2093 году. Это важно, потому что углеродный анализ показывает, что инженеры на этом планетоиде погибли примерно 2000 лет назад, то есть катастрофа на их базе произошла где-то в 1 веке нашей эры. Значит, изображения у майя и гавайцев не могут относиться к тем же самым инженерам. И вывод напрашивается сам. К человечеству приходили представители другой группы, которая пережила катастрофу или вовсе не имела к ней отношения. И это поднимает следующий вопрос. Были ли эти артефакты звездными картами и приглашениями на планету или чем-то совсем другим? Если на LV-223 всех ждала смерть, зачем было звать туда людей в 7 веке нашей эры, спустя 6 столетий после катастрофы? Не имеет вообще никакого смысла. Логики в таком приглашении просто нет, но есть логика в том, что артефакты были предостережением, указанием не идти по этому пути, потому что там ждет смерть. Тогда получается, что рисунки древних цивилизаций можно трактовать как послание от другой, возможно, более доброжелательной фракции инженеров. Но люди, как часто бывает, прочитали знак не так, как задумывалось. Ридли Скотт в интервью дал собственное объяснение. Инженеры — это садовники космоса. Они создают жизнь на планетах, а потом проверяют результат. Если он окажется им неудачным, планету зачищают. В этой логике человечество оказалось сорняком. Мы агрессивно ведем войны, уничтожаем среду обитаний, даже собственных собратьев. Пробужденный инженер увидел
в Питере Вейланде худшие качества человека – жадность, жестокость, высокомерие, увидел насилие над Элизабет Шоу и вынес вердикт. Эксперимент провалился, пора зачистить территорию. Сравнение с библейской историей о Великом потопе здесь напрашивается само собой. Но если вы думаете, что Скотт на этом остановился, то нет, в предположениях он зашел еще дальше. По его словам, около 2000 лет назад инженеры отправили на Землю эмиссара, чтобы наставить людей на путь истинный. Этим эмиссаром должен был быть тот, кого люди приняли бы за Сына Божьего. Человечество не приняло и казнило его, после чего инженеры окончательно убедились в нашей безнадежности. В раннем варианте сценария «Чужой инженеры» этот поворот прописывался, но в итоговую версию не вошел, хотя сама идея осталась в подтексте. И если верить ей, то агрессия инженера на LV-223 не случайность, а запоздавшее исполнение приговора. Ну и, конечно же, есть версия производная двух фракций, которая объясняет противоречие еще проще. Инженеры были одной расой, но разделились на две фракции. Одни — созидатели или ученые, готовые жертвовать собой ради рождения новой жизни, другие — разрушители, создающие оружие и поклоняющиеся идеалам силы. Их корабли, одежда и даже мутаген отражают разные взгляды. Ритуалы жертвоприношения против биолабораторий, золотая жидкость против черной, ряса против боевого скафандра. Конфликт может быть не менее древним, чем само человечество, и мы стали заложниками их спора. Есть, конечно же, и более жестокие интерпретации. Согласно одной из них, никакой божественной миссии у инженеров просто не было. Они экспериментаторы, заселяющие планеты жизнью, лишь для того, чтобы потом проверять эффективность своего биооружия на живых организмах. Ну и, безусловно, не могу забыть про еще одну крайне популярную, которая говорит, что конечная цель инженеров — это вовсе не человечество, а ксеноморф или диакон, которого они считали идеальной формой жизни и своим божеством. Люди нужны были лишь как носители, инкубаторы для будущих существ. Тогда наш вид — это промежуточная стадия, а инженеры прилетали не чтобы исправить нас или зачистить, а чтобы просто завершить цикл и собрать урожай организмов-носителей. В этой логике становится понятно, почему пробудившийся инженер так холодно смотрит на Дэвида. Искусственный интеллект нарушает их священный цикл, он не может служить носителем, а значит является извращением их философии. Для инженеров в этой интерпретации единственная цель человечества — рождение ксеноморфа. Фраза Шоу звучит убедительно, но упрощает реальность. Инженеры, скорее всего, не меняли своего решения, а просто разделились. Одни хотели защитить нас и оставить предупреждение, другие — стереть или использовать, а мы оказались в самом неудобном положении прямо на линии конфликта. Прометей не дает окончательных ответов, но он намеренно оставляет пространство для догадок, и в этом его сила, и поэтому у него новый виток популярности с выходом новых фильмов и сериалов по франшизе. Он открывает целую дискуссию, где каждая версия кажется возможной. И если в какой-то момент станет ясно, что ксеноморф действительно был их конечной целью, то окажется, что все, что происходило с человечеством, лишь подготовка к чужому триумфу. Спасибо, что досмотрели. Жду ваших теорий и версий в комментариях, мне будет действительно интересно все это почитать. Больше таких разборов и актуального в моем телеграм, а обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Если было полезно, поддержите лайком и поделитесь ссылкой с друзьями, это действительно помогает каналу. И до встречи в следующем выпуске. Пока.